Каждый год уносит жизни талантливых и прекрасных людей, которыми многие восхищались, и на фильмах которых выросло не одно поколение. Это те, кто радовал своим творчеством, и мы хотим вспомнить некоторых из них, ушедших в 23 году. Мы скорбим о тех, кто ушел слишком рано, и надеемся, что их наследие будет жить в наших сердцах. Юлия Борисова – превосходная актриса, которая на протяжении всей своей невероятно продолжительной карьеры выступала в качестве артистки Государственного академического театра имени Вахтангова. Умерла актриса 8 августа 2023 года, ей было 98 лет. Появлялась Юлия и в кино. Самые знаковые роли актрисы были в таких картинах, как «Три свечи» 1948 года, «Идиот» 1958 года, «Посол Советского Союза» 1969 года. Нина Дробышева, известная в Советском Союзе актриса кино и театра, которая умерла 27 июля 2023 года. Ей было 84. Среди ее работ в кино большое количество действительно культовых ролей. Чаще всего актрису вспоминают по таким кинофильмам, как «Два капитана», «Чистое небо», «Русский лес». Снималась Нина также и в современном российском кино, однако роли не были столь значительны. Алексей Кузнецов известен зрителю не только как первоклассный советский и российский актер, но он также знаменит и своими режиссерскими работами, которые были отмечены многочисленными наградами. Тем не менее, его творчество как актера оценивается особенно высоко. Он сыграл в таких знаковых кинолентах, как «Зеленый огонек», «Личное счастье», «Д'Артаньян и три мушкетера». Умер актер 5 июля 2023 года. Ему было 82. Мария Стерникова известна не только как отличная актриса советского и российского кинематографа, но и как мать не менее успешного сына Александра Носика, который также добился огромных высот в российском кинематографе. Ее самыми известными работами считают роли в таких кинолентах, как «Нежность» 1966 года и «Мальчик со шпагой» 1975. Умерла актриса 20 мая 2023 года в возрасте 79 лет. Сергей Колесников – известный актер и ведущий шоу «Фазенда». Среди его известных работ следует выделить фильм «Черное море» 2014 года, «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 2013 года, «Царь Иван Грозный» 1991 года. Умер талантливый актер 29 апреля 2023 года. Ему было 69 лет. Владимир Борисов. Популярность к нему пришла после съемок в культовом советском телесериале «Вечный зов», который был крайне востребованным в 1970-х годах. Там он сыграл главную роль Семена Васильева. Кроме съемок в кино, Борисов на протяжении всей своей карьеры выступал в театре. Умер актер 26 апреля 2023 года. Ему было 75 лет. Вера Васильева, популярная в СССР актриса театра и кино, которая ушла из жизни 9 августа 2023 года. Актрисе было 97 лет. За свою долгую и очень насыщенную жизнь актриса снялась в огромном количестве фильмов, многие из которых получили статус культовых. Среди самых известных работ актрисы – роли в таких картинах, как «Сказание о земле сибирской» 1947 года, «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» 1953 года. Больше всего актриса играла в театре. Людмила Абрамова – невероятной красоты женщина, известна не только как знаменитая актриса советского кинематографа, но и как вторая жена известного барда и музыканта Владимира Высоцкого, от которого у нее 2 детей, которые также стали актерами. Самые известные роли актрисы в кино – фильм «713 просит посадку» 1962 года и «Восточный коридор» 1966. Умерла актриса 17 февраля 2023 года. Ей было 83.
В возрасте 87 лет 19 января 2023 года в Мельбурне ушла из жизни советская и российская актриса Майя Минглет. Актриса Майя Минглет наиболее известна по роли Тони Глечиковой, молодого зоотехника в фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Внешность молодой актрисы тогда сравнивали с Софи Лорен. За ее внимание боролись Табаков и Гафт. В Австралию Майя перебралась вместе с супругом в начале 2000-х, когда режиссер Семен Спивак уволил их из театра, где они служили. В Австралии к тому времени уже жили двое сыновей. Мужа Майя Минглет пережила на 8 лет, похоронена в Мельбурне. Без преувеличения, Инна Чурикова – великая актриса советского и российского кино и театра. Она могла одинаково великолепно и достоверно сыграть как Бабу-Ягу, так и английскую королеву. Она была мастером как эпизодических ролей, так и главных. Наиболее яркие и запоминающиеся роли в кино Чурикова сыграла в фильмах «В огне брода нет», «Тучи над Борском», «Старшая сестра», «Начало», «Курьер» и, конечно же, «Морозко». Она дружила практически со всеми звездами театра и кино. Инна Чурикова навсегда оставила свой след в культурном наследии СССР и России. Скончалась артистка 14 января 2023 года в реанимации, куда попала после неудачного падения и переломов ребер. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января 2023 года. Народную любовь и популярность он получил, снявшись в фильмах «Мимино», «Не горюй», «Совсем пропащий». Также большую популярность получили и песни в его исполнении «Мои года, мое богатство», «Чита Гврита» и многие другие. Его любил снимать Георгий Данелия. Похоронен он в Тбилиси. Актера Сергея Столярова-младшего не стало 7 февраля 2023 года. Он ушел в 60 лет. Он из актерской династии. Его дед, тоже Сергей Столяров, всем известен тем, что играл былиных богатырей в таких фильмах, как «Садко» и «Руслан и Людмила». Столяров-младший наиболее известен по таким фильмам, как «Цыганское счастье», «Завтра была война». Был участником многих театральных постановок, снимался в передаче «Детский час». За 5 дней до смерти у Сергея умерла мать, Нина Головина. Официальная причина смерти актера не озвучивается. Возможно, на него сильно повлиял стресс, обрушившийся из-за смерти матери. Талантливый актер Александр Толубаев умер 7 марта 2023 года. Ему было 72. На его счету десятки ролей в кино и сериалах. Например, «Склифосовский», «Паутина», «Встречная полоса». Причиной кончины стала продолжительная болезнь, но конкретных подробностей родственники актера не озвучивали. Дмитрий Сидоров. Он сыграл множество ролей в российском кинематографе, играл в успешных проектах, таких как «Гусар», «Метод», «Антикиллер», «Балабол», «Молодоженка». Незадолго до смерти актер перенес несколько инфарктов. Сидоров неожиданно перестал выходить на связь, а 5 января его тело было обнаружено в собственной квартире. Причиной смерти в 52 года стала острая сердечная недостаточность. Ирина Мирошниченко, культовая советская и российская актриса, умерла на 81 году жизни 3 августа 2023 года. Мирошниченко сыграла очень много ролей, не только в театре, но и в кино. Мы ее знаем по ролям в таких фильмах, как «Вам и не снилось», «Миссия в Кабуле», «Дядя Ваня», «Андрей Рублев», «Шляпа». Несмотря на возраст, Ирина Мирошниченко продолжала блистать на сцене МХТ имени Чехова. Последним поставленным на этой сцене спектаклем с ее участием стала постановка Марины Брусникиной «Театральный роман» по Булгакову в 2022 году. Однако вскоре после 80-летия актриса перестала появляться в театре. Сказались проблемы со здоровьем, резко ухудшившимся вследствие естественных причин. Через пару дней после 81-го дня рождения Ирина Петровна резко почувствовала себя плохо. 30 июля ее госпитализировали. Во время обследования врачи обнаружили опухоль мозга.
В первые дни после госпитализации Мирошниченко находилась в сознании и сохраняла оптимистичный настрой. Но затем события начали развиваться стремительно. 1 августа у актрисы отказало сердце, и ее ввели в медикаментозную кому. В сознание она больше не пришла. 3 августа Ирины Мирошниченко не стало. Валентин Юдашкин, известный российский модельер, ушел из жизни в 59 лет, 2 мая 2023 года. Валентин Юдашкин был настоящим феноменом российской моды. Его путь начался с Московского индустриального техникума, откуда он попал на практику в Дом моды Вячеслава Зайцева. Работа именитого кутюрье так вдохновила Юдашкина, что он решил последовать по его стопам. В 1988 году старший художник Министерства бытового обслуживания оставил надежную профессию ради собственного дома моды. Для достижения своих целей Валентин шел на все. Он и его жена продали свою мебель, дорогую одежду, автомобиль, чтобы вложить деньги в создание коллекции одежды. Успех не заставил себя ждать. Всего через год Юдашкин завоевал расположение россиян, а в 1991 году он уже покорил французскую публику новой коллекцией, вдохновленной ювелирными изделиями Фаберже. Юдашкин долго боролся с онкологией, но 2 мая 2023 года его не стало. Похороны Юдашкина прошли 6 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с кутюрье пришла вся его семья и близкие друзья: Алла Пугачева, супруги Стриженовы, Олег Газманов, Наташа Королева, Дмитрий Песков и Клара Новикова. 30 апреля 2023 года не стало известного российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Он ушел из жизни в 85 лет. Вячеслав Зайцев был первым советским кутюрье, мужчиной, который любил одевать женщин. Модельером, чьи наряды с гордостью носили актрисы, режиссеры, политики, спортсмены. Красный Диор, именно так называли Вячеслава Зайцева на Западе, восхищались его талантом и самобытностью. Он был первым советским дизайнером, открывшим собственный дом моды. Он дал старт многим манекенщицам, в том числе Регине Сбарской и Татьяне Михалковой. Он стал легендой при жизни. В последние годы Зайцев тяжело болел, у него была тяжелая форма болезни Паркинсона. Он был частично парализован, с трудом говорил и передвигался. 30 апреля Вячеслав Зайцев умер. Он был доставлен в Щелковскую больницу с желудочным кровотечением. Его отправили в реанимацию, но не смогли там ничем помочь.